это контент. Да, это я упал. Но не переживайте, целый. Пострадали колесо, наколенник, штаны и самолюбие. Причина – излишняя самоуверенность и нераспознанная наледь. Зато проверил, насколько С-16 крепкий. Полет 40 км в час кубарем, но подробности чуть позже. Это видео про особенности эксплуатации, сравнение с S16 Pro, другими моделями и, конечно, выводы. Пробег на S16 перевалил за 500 километров. По-моему, вполне себе, чтобы делиться мнением и опытом. Правда, не успел я это сделать в начале апреля, и ролик пришлось отложить. Это видео не просто так называется третьей частью, потому что есть еще предыдущие две. Не скажу, что в них находится какая-то бесценная информация, но отсылочки туда будут встречаться. Ну, например, история с БМС, которая у меня не прошивалась. В итоге все получилось. Что же мы сделали? Разобрали еще раз колесо. Добрались до БМС, а их там 2 штуки, так как батареи у нас тоже 2. С бубном и такой-то матерью они сбросились и перепрошились примерно с 6 попыток. Главное, что все удалось восстановить, прошить более свежую прошивку, и все наконец-то заработало. К этому моменту уже много кто получил серийный S16 Pro, и, видимо, чтобы как раз не попасть в ловушку с БМС, китайцы на эти колеса наклеили наклейку New Boot. Ну, типа новый загрузчик, из-за которого у меня и случились все проблемы. Ну, если перевести эту фразу прямо в лоб, то получается новый ботинок. Поэтому в чате S16 Pro называют иногда именно так, не удивляйтесь. Для S16 Pro Kingsong выпускал еще несколько новых прошивок BMS, и у ребят начали появляться какие-то странности с емкостью и отображаемыми процентами заряда. Проценты могут вдруг начать падать, а потом снова расти. В общем, у Kingsong идет какой-то свой очень увлекательный процесс, но прошивку я бы не советовал обновлять на самую последнюю, пока ее не обкатают другие, более рискованные пользователи. Ну и не наберется достаточно отзывов. Следующий пункт из предыдущей части – это обещанные Kingsong новые двигатели C38. Прошел в Китае их длиннющий праздник весны, китайцы протрезвели и сообщили, что C38 не будет. Он не помещается в S16. У меня нет слов, одни эмоции. Но разочарования у меня не случилось, потому что я уже вовсю ездил на S16, и чем больше я на нем ездил, тем больше мне нравился этот новый ботинок. Почему-то многие сразу думают, что оно, мол, не едет. Наверное, для девушек, для детей. Да вообще нет. S16 просто отлично едет под моими 90 килограмм со шлемом и рюкзаком. Не, ну конечно, это не батон, не V14, оно, естественно, слабее. Но это вовсе не означает, что это колесо какое-то овощное или детское. Оно по динамике уж точно не хуже S22 или S19. Возможно, не хватает запаса скорости по мере разряда аккумулятора, но у S16 Pro и с этим все в порядке. У него максималка 60 км в час, что очень даже. То есть ехать 50 можно будет даже на подсевшей батарее и ни о чем не думать. Первые мои покатушки, особенно в лесу, когда там еще лежал снег, были серьезно подпорчены подушками. Я об этом рассказывал. Пробовал менять положение подушек, но ничего не помогало. Поэтому я решил, что надо для себя этот вопрос закрыть. Ноги-то у меня одни, и они явно протестуют. Я тут перепробовал все варианты, остановился на Кобра и Шарк вниз. Почему? Объясняю. Эти подушки родные. У них вот этот грань очень сильно давит в ногу, и минут через 15 у меня начинает просто отваливаться нога. Она выпирает, тут надо либо подтачивать, либо срезать, либо чего, ну, в общем, некомфортно. Шарки вроде бы тоже широкие, да, но здесь комфортно, мягко и ничего не давит. Здесь вот это твердый, и эта грань просто она начинает давить ногу. Родной упор снизу. Он меня на самом деле всем устраивал. Он хороший, ну, под мою ногу, вполне нормально, я от него не страдал. Проблема с ним в том, что он под шарк-пац, этот упор не влезает. То есть я его ставлю, и он упирается, и получается слишком близко к педали, у меня просто туда не влезает нога. Поэтому я поставил Кобру. Что я еще пробовал? Я попробовал поставить подушки от Батона. Но у них просто нет зацепа. То есть здесь велкро очень маленькую площадь занимает. Они ставятся очень плохо, плюс они не согнуты. То есть они не выгибаются, не гнутся никак. И они, получается, цепляются только за очень-очень маленькую часть велкро. И хотя с ними ехать мне достаточно привычно, но это опасно. То есть просто нет зацепа. То же самое с задним упором.
у него практически вообще нет зацепа, он там висит на задней крышечке. Плюс вот эта крышечка, она может сместиться, съехать. То есть нужно обязательно, чтобы зацеп был за нижнюю часть велкро. То есть самое логичное для меня было поставить PowerPads. Он входит вроде бы хорошо, то есть он у нас цепляется и за нижнюю велкро, и за верхнюю, у него хорошая площадь. Но вот здесь довольно узковато, плюс он такой довольно изношенный. То есть когда я его поставил повыше, чтобы здесь был контроль, вроде было бы хорошо. Но проблема с тем, что он все-таки плохо изгибается, он гнется, но недостаточно хорошо. То есть он в верхней части стоит плохо. И, опять же, достаточно узко. Хочу поставить пониже, чтобы ход ноги увеличить, и чтобы эта подушка имела большую площадь зацепа. Но проблема уже с некомфортным передним упором. С него нога просто соскакивает, если я уставлю где-то под таким углом, чтобы было комфортно ездить. То есть нужно либо подбирать PowerPads поновее, или набивка, чтобы поплотнее было, чтобы подушка не проваливалась. А вообще мне лично уже не хватает вот этого пространства. То есть мне нужно немножко, чтобы было пошире. Шарком все вопросы решены. Этот упор передний ставится пониже, здесь пространство побольше. То есть вообще здесь все комфортно устраивает. И плюс нога здесь находится в комфорте. Надо, конечно, в таком варианте поездить. Надо поискать шарки, чтобы поездить. То есть это пока мое первое впечатление. Но в такой конфигурации меня устраивает. В принципе, да, родные подушки тоже хорошо подходят. С ними достаточный контроль, но они очень жесткие. То есть вот в этот упор давит на коленник нормально, но с этой поверхностью надо что-то решать. Возможно, к этому можно привыкнуть, но мне не понравилось. Поэтому я хотел бы, конечно, ездить на более комфортных подушках. Задний упорчик, в принципе, тоже хватает. Вообще, колесо достаточно шустрое, поэтому давить прям сильно в упор не надо. Вот здесь стоят шарки печатные, они очень жесткие, но это никак не мешает. То есть главное для меня здесь, чтобы был комфорт соприкосновения с корпусом. С тех пор я прилично накатал, пробовал еще раз колесо на родных подушках и пришел к выводу, что для меня вариант с шарками оказался наиболее оптимальным. И не забывайте про эти вот накладки металлические, которые я перехвалил при разборке. Обязательно зацеп подушек должен быть за основные боксы, иначе эти накладки просто сдвинутся при торможении назад. Это очень опасно. Вообще очень хочется их убрать вовсе. Они все-таки немного, но упирают и мешаются даже через шарки. На S16 я застал конец зимы. Зима получилась в этом году отличной. Почти всегда можно было ездить по лесу, на дорогах был сухой лед, по которому родная покрышка нормально ехала. Ну, главное тут не закладывать поворот на скорость и не тормозить слишком резко. Серьезно, я просто в восторге от покрышки. Во-первых, она универсальна, то есть она едет по любым поверхностям. Внедорожные покрышки сильно хуже управляются на асфальте, могут даже вибрировать. Это же на твердом покрытии полностью предсказуемо и максимально комфортно. При этом она сохраняет цепкость, позволяет закатывать колесо в ступеньки, отлично держит сырую и грязную поверхность, не скользит на корнях, ее не ведет на плитке, можно спокойно объехать пешеходов по грунту или где-то срезать путь. Во-вторых, эта покрышка управляется совершенно классически, словно это привычная велопокрышка, и при этом она отлично держит прямую траекторию и совершенно не склонна к воблингу. Можно хоть танцевать при езде и как угодно тормозить, все будет очень предсказуемо и надежно. На скорости эта покрышка немного шумит, особенно в поворотах издает звук TIE Fighter из Звездных войн, и это даже приятно. Для городского колеса, для езды по тротуарам и паркам самое то. Педали, кстати, порадовали. Они выглядят очень странно, кажутся маленькими, но зацепа мне хватало. Снег и грязь на них особо не налипали, но есть небольшое замечание от пользователя – это угол педалей. Он может варьироваться на разных экземплярах. Где-то педали могут быть практически под 90 градусов корпуса, что может быть непривычно. Второй момент – это как и на S22 Pro, и на S19 педали тяжеловато раскладываются. А тем временем зима пошла на убыль, снег в лесу стал подтаивать, и колесо все чаще стало зарываться в снег и клевать на сложных участках. И тема лесных покатушек стала временно закрыта, примерно до мая. Хотя даже сейчас в Ромашково грязновато. Зато стало много хорошего цепкого асфальта, и я решил немного прокатиться по ночному городу. Ночью подморозило, но все тротуары и дороги выглядели максимально сухими. Как же я ошибался, и поэтому рассказываю, что случилось с колесом после падения. Колесо летело, крутясь, просто кувырком. Я думал, что все, прощай колесико. После очередного сальто удар, кусок пластика отлетает в сторону, и так еще пару переворотов, пока оно не улеглось на бочок. Отлетевший кусок — это подножка. Еще один удар по кумполу. Остался след от удара, но пластик выдержал и даже форму не потерял. Еще досталось передней ручки, она аж покраснела, потому что в тестовом S16 стоит просто крашеная ручка от S22. Зато сразу видно, что ручка усиленная, от падения не разобьется. В серийных моделях ручка, естественно, стоит сразу черная, а не крашеная.
Колесо еще спасли подушки. Их немного потрепало, один из упоров соскочил с липучки. И это еще одна важная функция обвеса – минимализация ущерба колесу при падении. Я очень порадовался тому, как S16 пережил падение. Небольшие косметические коцки и не более того. Так что краш-тест пройден достойно на твердую 5 или даже 6. А теперь самое время рассказать про пружину. 750 LBS — это вообще для кого и для чего? Такая тугая пружина подойдет для габаритных тяжелых райдеров. Но купят ли они себе маленькая юркая S16? Скорее всего, нет. И под мой вес с такой пружиной только прыгать с метра. Да, она не пробивается, но в городских условиях на такой пружине совсем не остается ход подвески, теряется комфорт, колесо также не ощущается достаточно прыгучим, и его все время приходится тянуть ногами вверх. Поэтому я решил попробовать заменить пружину. Но колесо не мое, хотел сделать максимально бюджетно, и по хорошей цене нашлась только 350 пружина под заказ с Китая. При выборе важен диаметр и длина 120 мм. А пока ехала новая пружина, я продолжал ездить на родной. И знаете, в очередной раз доказал сам для себя, что самое главное — это прикататься. Я стал находить свои плюсы. С такой жесткой подвеской S16 ощущается как сбитый спортивный болид, который позволяет тебе проходить любые препятствия. Смягчает неровности, но при этом ты ощущаешь всю дорогу, не теряешь контроля. И первое ощущение на 350-й пружине, когда она приехала, это чересчур мягко. Ну и плюс я, конечно же, забыл, что надо закрутить гайку перед натягой. Встал как есть. Педали ушли вниз, колесо закачалось как на волнах. Я было уже загрустил, это слишком мягко. Но первая поездка сидя, и я в полном восторге. Позже мне напомнили, что неплохо бы еще и с настройкой поиграться. Кстати, пружина извлекается довольно легко. Достаточно открутить и разобрать только нижнюю ось, заранее ослабив пружину преднатяжения. Когда стояла 750-я пружина, то на видео заметил, что она складывается практически до смыкания витков. Поэтому я почему-то решил, что гайкой преднатяжения можно только усугубить ситуацию. Но 350-я пружина изготовлена из более тонкого прута, и витки даже близко там не сходятся при том же положении гайки. Можно смело регулировать еще. Еще одно замечание. Производитель обещает ход подвески 88 мм, но это максимальное значение именно по рычагам. Если же смотреть по амортизатору, то ход получается ограничен только 75 мм. И без преднатяжения под моим весом колесо опускалось на 42 мм, это больше, чем наполовину. Однако, закрутив гайку пружину, у меня получился сэк всего лишь 24 мм, то есть примерно на треть отхода. И в таком положении мне показалась езда наиболее комфортной. Мало того, что колесо стало комфортным, заметно улучшилась и прыгучесть. На колесе стало намного легче запрыгивать, и еще покатав неделю, я окончательно влюбился в такой вариант. По комфорту и мягкости получилось не хуже, чем на батоне. Я потом встал на Lynx и обалдел. Мало того, что Lynx словно никуда не хотел ехать, куда делась вся его резвость, так еще и подвеска оказалась заметно жестче. Нет, безусловно, 350 не подходит под мой вес. Я думаю, что 350 это до 80 кг. И для любителей мягкости и комфорта. Кто больше любит откуда-то прыгать без лишних мыслей, кто не очень любит подрабатывать все коленками, там, скорее всего, жесткость понадобится больше. Я думаю, что мне бы отлично подошла пружина 450 LBS. Это был бы хороший баланс между комфортом и запасом жесткости. Разобравшись с настройками, я решил подработать технику запрыгивания на бордюра. Обычно я в них катался ленивым методом, просто разгружал педали, изображая прыжок без колеса. Но на S16 фокус не прошел. Педали низковаты, я стал ими биться в высокие бордюры, поэтому решил подкорректировать технику. Но хочу отметить, что наиболее осторожные райдеры всегда могут просто зашагивать с колесом в бордюры. Покрышка позволяет это делать достаточно легко. Минимальные риски упасть, немного потренироваться, и у вас получится тоже. Поверьте, здесь нет ничего сложного. Демпфирование отскока я поставил в минимальное положение, но на прыжках все равно ощущается вязкость. Я попробовал, как работает амортизатор без пружины, и действительно, он дает некоторое сопротивление. Даже в минимальном значении демпфирование очень заметно. Такова особенность его конструкции. Еще одно мое заблуждение в предыдущих частях – это звук на превышение скорости. Я решил, что здесь все исправили, но нет. Если стоит музыкальный профиль, то превышение скорости сопровождается только звуковым сигналом из колонок.
писка в пищалке нет. Я поставил 44 км в час оповещение звуком и 46 км в час подъем педалей. В итоге убрал музыкальный профиль, чтобы нормально слышать писки. Знаю, что многим нравится именно звуковое сопровождение, но не в моем случае. Пищалка громкая, я всегда ее отлично слышу. Подъем же педалей я почти не ощущал. То есть колесо позволяет спокойно разгоняться до 48 км в час. Подъем педалей есть, но он очень слабый, условный. Поэтому мне важно, чтобы было хорошо слышно писки. Я даже попробовал поставить подъем на 35 км в час и легко разогнался до 40. Подъем есть, но он слабоват. То же самое замечание по жесткости педалей. Что мягкий, что жесткий. Разница, конечно, есть, но очень несущественная. И это странно. Еще традиционно колесо некорректно отображает заряд батареи. Возможно, в новых прошивках что-то уже там понаисправляли, но очень сомневаюсь. Я советую всегда использовать виллог для оценки пробега в режиме True, то есть правдивый расход. И когда на экране колеса отображается 60%, виллог говорит, что на самом деле осталось лишь 40%. По виллог получается достаточно точно прогнозировать свой маршрут. На тестовом S16 гремит выдвижная ручка, и как оказалось, это проблема лишь прицерийного образца. Там всего лишь неправильно подобраны винты, и поэтому ручка не может нормально быть закручена. Вот, и поэтому она... Механизм фиксации ручки в сложном и выдвинутом положении осуществляется за счет подпружиненных шариков. И через отверстие под шарик в пазе со стороны арки можно брызнуть аэрозольную смазку и смазать механизм ручки. И это довольно хорошо помогает, чтобы смягчить ее ход. Очередная моя претензия к S16 — это то, как оно собирает грязь. Ну, просто чушка. Крыла не хватает спереди, не хватает сзади. Ребята в группе предложили заклеивать щель между подножкой и крылом, но это не спасает. Нужен дополнительный брызговик. Но сзади его сделать не так уж сложно, а вот что придумать спереди? Плюс незакрытые ролики. Ждем кожух от Саши Воднева. А еще благодаря Денису, который довольно активен в группе S16, я поездил на его S16 Pro. Это было очень интересным сравнением. Спасибо, Денис. Первое, что меня интересовало, это разница в тяге. Как она ощущается, насколько S16 Pro может быть слабее. И оказалось, что разницы нет. S16 Pro едет ничуть не хуже. А S16 задушен программно. Оно легко клюет педалями на разгоне. На S16 Pro у меня сходу получился ток 56 ампер на разгоне. Ребята в группе также показывали ток в 68 ампер. Но это уже с клевком педалей, когда тяга закончилась. По торможению тоже вопросов у меня не возникло. Следующий вопрос — это разница элементов питания. Pro версии Samsung 50s, и эта разница должна быть вполне очевидна. S16 Pro просаживалась с 82 вольт до 76. И в тех же условиях напряжение тестового S16 с 81 вольта опускалось до 73, то есть разница довольно заметна. Дальше подвеска. Денис поставил пневматический амортизатор, как на S18, но ошибся. Он заказал амортизатор 190 мм, и он еще дополнительно сокращал ход подвески. Нужно ставить 200. Педали на его колесе явно ниже, чем на тестовом S16. Что же касается работы пневматики, ездить можно, и это позволяет сделать подвеску даже мягче и комфортнее базовой 750 пружины. Но диапазон ее работы все же ниже, поэтому в ноги больше прилетает, и комфорт с ней тоже страдает. Тем не менее, в своей начальной мягкой фазе воздушка позволяет даже спокойно ездить сидя. Также пневмо дает ощущение более спортивной и собранной подвески. Она позволяет спрыгивать с большей высоты, ее легко подкачивать под нужное давление, чтобы сделать, например, подвеску более жесткой для сложных условий. Но с другой стороны, у пневматического варианта теряется отзывчивость и прыгучесть подвески. Мой выбор после тест-драйва — стальная пружина. Под мой стиль езды и требования она подходит все-таки лучше. Еще на S16 Pro Дениса была сидушка Салика. И это намного лучше, чем без нее. Да, я вполне катаюсь сидя без всякой сидушки, но не могу кому-то это советовать. Это и жестко, и неудобно, и многим, наверное, покажется низковато. Хотя у подушки с AliExpress есть недостаток. Уж слишком рано начинается ее хвост. Хотелось бы, чтобы задница отставлялась немного подальше назад. Также непонятная идея передней части подушки. Она только закрывает экран. А в целом эта часть и не нужна. Надеюсь, что со временем появятся еще варианты подушек. По пробегу. У меня в апреле получались уже достаточно хорошие цифры. При целевой скорости 40-45 получалось гарантированно проезжать 50 км, и это при температуре в районе 10 градусов. На S18, например, в таком режиме получалось максимум 40.
То есть увеличенный аккумулятор дает преимущество по пробегу. По мере просадки аккумулятора падает максимальная скорость. Опять же, я ориентировался на писки колеса, потому что подъем педали работает не очень хорошо. Еще одна особенность S16 — это несоответствие скорости GPS. Ситуация здесь такая же примерно, как на S19. Скорость отличается от приложения примерно на 10%. Зарядное устройство колеса довольно шумное, при любой активности всегда работает вентилятором, но здесь есть странности, логику которых я не понял. Если я приезжаю и сразу ставлю колесо на зарядку, то у меня очень часто зарядный ток получается всего лишь 1,5 ампера. И это можно выяснить двумя способами. Первое. Колесо очень долго заряжается. Второе. Подключаемся к приложениям и смотрим, что ток на колесе минус 1,5 ампера. Помогает отключить зарядное устройство, выключить колесо, подождать секунд 10-15 и включить зарядку в выключенное колесо. После этого зарядка начинается с током примерно 4,6 ампера. Возможно, это какая-то хитроумная защита батарей, возможно, это исправят или уже исправили в следующих прошивках BMS. Я просто не обновлял и не знаю. А какие сейчас у нас на рынке есть альтернативы S16? V11Y. Почему? Ну потому что оно очень похоже по характеристикам. Схожий вес и емкость аккумулятора такая же. И знаете, для меня здесь ответ очевиден. Но, естественно, кому-то важнее покажется качество InMotion, это и внешний вид, и качество материалов, и качество сборки, и качество фары. Кому-то важным будет диаметр колеса. Для меня же большее значение имеет удобство и практичность при ежедневном использовании. Как работает подвеска, габариты, динамика езды, и S16 здесь выигрывает. Bigodi T4. Старый T4 чуточку легче по весу, но проигрывает по подвеске и тяге с низов. Новый T4 Pro ощущается в ногах заметно тяжелее, и он ближе к V14 и Extreme. И самый главный вопрос, что же в сравнении с S18, который намного меньше весит. Да, было бы странно пытаться убедить кого-то, что S16 весит столько же, как и S18, 32 кг против 25, разница очевидна. Но мне S16 показалось удобнее во всем. Его удобнее хватать и переставлять двумя руками, оно ниже, оно короче. Правда, в ширину все наоборот, S16 широченная. Но при этом на ходу S16 ощущается чуть ли не легче S18. Она такое компактное, юркое. У S18 я вижу следующие преимущества. Первое – отличный дизайн. Хотя через пару месяцев я его уже не замечаю. Второе – вес. Третье – это кожух арки колеса. Он неплохо защищает от грязи, его можно продлить спереди, чтобы меньше летело на ноги. А с S16 вопрос грязезащиты пока не решен. И четвертый пункт. На S18 мне больше нравится фара. Но вот недостатков у S18, к сожалению, существенно больше. Первое – низкие педали. Для меня это критично. Второе – очень хрупкий пластиковый обвес. Практически любое падение и что-то сломается. Зачастую фатально. S16 намного крепче. Третье. Конечно, запас мощности тяги. На S18 ее не хватает. S16 ощущается просто бешеной зажигалкой в сравнении с S18. Четвертое. У S16 заметно больше аккумулятора, которого очень не хватает в S18. Через 20-25 км на S18 у меня уже поднимались педали на 35 км в час. И это основное, а есть еще разные мелочи. На S16 удобнее ехать сидя, есть колонки, Smart BMS с датчиками влаги, ну и так далее. Кому-то это тоже будет важно. В итоге для меня S16 однозначно лучше, а еще лучше S16 Pro. Да и в целом, S16 и S16 Pro, как это ни странно звучит, но это одно из лучших колес на рынке в данный момент. Оно отлично подходит для новичков, оно отлично подходит для продолжающих, кто хочет перейти на подвеску. И более того, я уже езжу 8 лет, я ездил на Батоне, я ездил на Линксе. И даже после этих моноколесных мастодонтов мне очень понравился S16. Если бы стояла задача купить одно универсальное колесо, то я бы выбрал именно S16. Да, конечно, это не идеальное колесо, у него есть куча раздражающих мелких особенностей. Роликовая подвеска требует к себе внимания, оно из коробки закидывает на ноги, надо что-то придумывать. Но как оно едет? Какое оно маленькое и удобное в сравнении с признанными лидерами рынка. V14 или Lynx после S16 кажутся огромными и неповоротливыми. S16 – это городское колесо на каждый день. Удобное, все еще довольно компактное, и при этом ехать на нем кайф. И не только по асфальту. На этом у меня все. Удачи на дорогах.